Республика Индия и правительство Российской Федерации подписали документ. Этот документ будет подписан министром внутренних дел Российской Федерации и господином Джайшанкаром, министром иностранных дел Индии. The next two documents include the agreement between the Ministry of Health and Family Welfare Соглашение между Министерством здравоохранения и семьи Республики Индии и Министерством Российской Федерации в области сотрудничества в сфере здравоохранения, образования, финансов. Of Republic of India and the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being of the Russian Federation in the field of food safety cooperation. These two agreements will be exchanged by Mr. Mikhail Albertovich Murashko, Minister of Health of the Russian Federation. Соглашение будет подписано министром Мурашко Российской Федерации и господином Джайшанкаром из Индии. We next have two memorandums of understandings. These include the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Ministry of Transport of the Russian Federation on the training of specialists for ships operating in polar waters, and the MOU between the Ministry of Ports, Shipping and Waterways of the Republic of India and the Maritime Board of the Russian Federation. These documents will be exchanged by Mr. Andrei Sergeyevich Nikitin, Minister of Transport of the Соглашение подписывает министр Никитин, Министерство транспорта России и министр морских перевозок Республики Индия. We now have the exchange of MOU between Messrs. JSC Uralchem and Messrs. Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited and National Fertilizers Limited and Indian Potash Limited. This document will be exchanged by His Excellency Denis Alipov, Ambassador of the Russian Federation to India, and Shri Vinay Kumar, Ambassador of India to the Russian Federation. Последние два документа – протокол между Федеральной таможенной службой Российской Федерации и Центральным советом по косвенным налогам и таможне правительства Индии о сотрудничестве в области обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Российской Федерацией и Республикой Индия, а также соглашение между АО «Почта России» и Департаментом почты Министерства связи Республики Индия. Этими документами обмениваются Денис Евгеньевич Алипов, посол Российской Федерации в Республике Индия, и Винай Кумар, посол Республики Индия в Российской Федерации. Кроме того, хочу сообщить, что два лидера приняли совместное заявление, которое скоро будет опубликовано. Кроме того, была принята программа развития стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. И также мы приветствуем принятие российской стороной решения о присоединении к рамочному соглашению об учреждении Международного альянса больших кошек. Дамы и господа, сейчас предоставляю слово официальному представителю Министерства иностранных дел Республики Индия, который завершит процедуру. Good afternoon, Your Excellency, Mr. Vladimir Добрый день, Ваше Превосходительство, Honorable Prime Minister of India, президента Российской Федерации Владимир Путин,
distinguished guests, Уважаемые гости, friends from the media. уважаемые We will now друзья have со the стороны press СМИ, statement. сейчас May I состоится request Honorable несколько Prime Minister заявлений. of India, Хочу Shri предоставить Narendra слово Modi, to give his remarks достопочтенному to the media. Нарендру Моди, премьер-министру Your Индии, Excellency, my Господину friend, Rashtrapati Bhuti, Ваше Превосходительство, дорогой друг, господин Владимир Путин, представители обеих стран, наши друзья из Dobry दिन। Индии, Намашкар, добрый день. आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में Я राष्ट्रपति рад पुतिन का приветствовать स्वागत करते हुए президента मुझे Путина बहुत खुशी हो रही है। на 23-м ежегодном саммите России-Индия. ऐसे समय Его हो रही визит в है Индию जब हमारे происходит в эпоху, द्विपक्षीय когда संबंध наши двусторонние कई отношения ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर проходят через ठीक 25 этап, वर्ष который पहले отмечен историческими отметками. 25 лет назад президент Путин заложил основу нашего стратегического партнерства. 15 лет назад, в 2010 году, наше партнерство поднялось до уровня особо привилегированного стратегического партнерства. За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал эти взаимоотношения своим умелым руководством и своим видением. В каждой ситуации именно его руководство привело к тому, что укрепились взаимные отношения и достигли новых высот. Я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность президенту Путину за его дружбу и за неустанную приверженность работе с Индией. Дорогие друзья, за последние 80 лет мир прошел через различные эпизоды взлетов и падений. Человечество пришлось вынести множественные кризисы и испытания, и все это время дружба между Россией и Индией выдержала этот шторм. Эти отношения основываются на взаимном уважении и на глубоком доверии друг к другу, и всегда выдерживала испытания временем. Сегодня мы обсудили все аспекты взаимодействия и сотрудничества, чтобы это основание стало еще более крепким. Мы укрепляем экономическое сотрудничество до нового уровня, и это наша общая цель и общий приоритет. Чтобы притворить это в жизнь, сегодня мы согласились обеспечить программу экономического сотрудничества до 2030 года. Это поможет тому, чтобы наши торговые инвестиции были более диверсифицированными, более сбалансированными, более устойчивыми. И в то же время это может открыть новые измерения для нашего сотрудничества. Сегодня президент Путин и я получат возможность принять участие в бизнес-форуме России-Индия. Я уверен, что эта платформа также укрепит наши деловые отношения. Это также позволит нам открыть новые двери для возможностей экспорта, совместного производства и технических инноваций. Обе стороны предпринимают меры, чтобы заключить соглашение о свободной торговле между Европейским экономическим союзом и нашей страной. Наше сотрудничество в сфере сельского хозяйства и удобрений очень важно для продовольственной безопасности и для благосостояния наших фермеров. Я очень рад, что в дальнейшем обе страны будут предпринимать усилия на благо укрепления совместного производства карбамида. Дорогие друзья, увеличение связанности между нашими странами – это один из важных приоритетов для нашей страны. Мы будем продвигать обсуждения по международному транспортному коридору Север-Юг и по коридору Владивосток-Ченнай с двойной эффективностью. Я уверен, что мы будем эффективно сотрудничать на благо обеспечения торговли в полярных водах через местные торговые маршруты.
Мы предоставили возможность крепить наше сотрудничество в Арктике, и это позволяет создать новые возможности для работы представителей индийской молодежи. В то же время наше глубокое сотрудничество в сфере судостроения поможет усилить наши совместные инициативы. Это еще один важный пример нашего взаимовыгодного сотрудничества, который приводит к увеличению количества рабочих мест и навыков, а также повышает региональную связанность. Энергетическая безопасность также является очень важной основой партнерства между Россией и Индией. Сотрудничество, уходящее корнями в историю в сфере гражданской ядерной энергии, помогало нам следовать нашей приверженности к обеспечению чистой энергии, что очень важно для обеих наших стран. И это взаимовыгодное сотрудничество, как я уверен, в сфере критических важных минералов также будет очень важным для обеспечения безопасного и разнообразного представления ресурсов для всего мира. Мы также поддерживаем наше сотрудничество в сфере чистой энергетики, высокотехнологичного производства и современных видов промышленности. Дорогие друзья, наши культурные взаимоотношения и взаимоотношения между отдельными представителями нашей страны — это особое место в рамках отношений между Россией и Индией. За последние десятилетия народы обеих стран испытывали уважение и восхищение культурой соседа. И мы договорились о различных шагах для того, чтобы дальше укреплять это сотрудничество. В давнее время мы открыли 2 консульства Республики Индия в России. И это сделает контакты между странами проще для всех граждан и сблизит наши страны еще сильнее. В октябре сотни тысяч паломников получили благословление на местах хранения священных реликвий от Будды в Калмыкии. И я уверен, что мы в ближайшее время начнем дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп. И это укрепит наши возможности в том, что касается перемещения людей, потому что это поможет нам не только сблизить взаимоотношения между нашими народами, это даже даст новую силу нашим обеим странам, предоставит новые возможности для нас. Я рад, что удалось подписать 2 соглашения сегодня по продвижению этого. Совместно мы будем работать по поводу образования и повышения квалификации. Мы также увеличим количество обменов студентами и научные обмены. Дорогие друзья, сегодня мы также обсуждали региональные и глобальные вопросы. В том, что касается Украины, Индия выступает за мир, как и мы это делали с самого начала. Мы приветствуем все инициативы, все усилия для нахождения мирного, долгосрочного урегулирования этого вопроса. Индия всегда была готова помогать таким усилиям, и мы будем также готовы помогать этому в будущем. Индия и Россия всегда поддерживали друг друга, и мы работали плечом к плечу в нашей борьбе против терроризма. Но террористическая атака, которая произошла в Пахалгаме, она была похожа на ту трусливую атаку, которая произошла в Куркус-Сити-Холле, и их объединяет общая причина. Индия твердо уверена, что терроризм — это прямая атака на общечеловеческие ценности, и наша общность в мировом сообществе — это единственный способ бороться с этим злом сообща. Мы тесно сотрудничаем в рамках ООН, G20, ШОС, БРИКС и других форумов. В тесном сотрудничестве друг с другом мы будем продолжать наш диалог, наше сотрудничество во всех этих форматах. Ваше превосходительство, я уверен,
что हमारी в मित्रता будущем हमें наша дружба ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की даст нам शक्ति देगी силу और यही भरोसा бороться с глобальными हमारे проблемами, глобальными साझा вызовами, भविष्य и को और समृद्ध мы, करेगा। मैं एक बार надеюсь, फिर станем आपको лидерами और более आपके पूरे процветающего डेलीगेशन будущего. भारत Еще раз यात्रा के लिए बहुत-बहुत большое धन्यवाद спасибо देता हूं। вам Спасибо. и всем членам вашей делегации за то, что вы посетили Индию. Большое спасибо. Thank you, sir. Большое May I now спасибо. request His Excellency, Я бы Mr. хотел Vladimir предложить Putin, слово President of the господину Russian Владимиру Federation, Путину, президенту to give his Российской remarks Федерации, to the media. чтобы он выступил перед СМИ. Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, дамы и господа, прежде всего хотел бы искренне поблагодарить президента Республики Индия Драупади Мурму, вас, господин премьер-министр, и всех индийских коллег за теплый, радушный прием, оказанный российской делегацией. Завершившиеся только что переговоры с индийскими коллегами, а также наша беседа вчера вечером с господином Моди в формате тет-а-тет у него дома, за ужином. Я вас еще раз хочу поблагодарить за этот знак внимания. Эти переговоры были весьма полезными, прошли в конструктивной и дружественной обстановке, в духе особо привилегированного партнерства России и Индии. Отмечу, что у нас с господином премьер-министром налажен тесный рабочий личный контакт. Мы встречались в текущем году в сентябре на саммите ШОС, регулярно общаемся по телефону, держим на постоянном личном контроле развития российско-индийского сотрудничества по всем его стратегическим направлениям, а также ход реализации ключевых двусторонних проектов. И сегодня с участием делегации мы глубоко и обстоятельно рассмотрели весь комплекс актуальных вопросов российско-индийского многопланового взаимодействия. Обменялись мнениями по насущным глобальным региональным вопросам. В принятом нами с господином Моди совместном заявлении обозначены приоритетные задачи по дальнейшему укреплению связей в политике и безопасности, экономике, торговле, в гуманитарной сфере и культурной области. Как вы видели, подписан также солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений. Многие из них нацелены на расширение экономической кооперации России и Индии. И это вполне естественно, ведь наши страны являются друг для друга важными партнерами в торговле, инвестициях и технологиях. Так, в прошлом году двусторонний товарооборот прибавил еще 12%, установив очередной рекорд. По разным статистикам это немножко цифры отличаются, но в целом это где-то в районе 64-5 миллиардов долларов. Прогнозируется, что по итогам нынешнего года объем торговли останется примерно на том же уровне. Вместе с тем, как представляется, нам по силам вывести данный показатель на отметку в 100 миллиардов долларов. И чтобы добиться столь значимой цели, согласована программа развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года. Этот комплексный документ задает четкие ориентиры. Перед межправительственной комиссией, министерствами и ведомствами экономического блока двух стран ставятся задачи по устранению барьеров на пути потоков товаров и капиталов, реализации совместных отраслевых проектов, углубления технологической и инвестиционной кооперации. Господин премьер-министр передал нам сегодня целый список вопросов, которые, безусловно, подлежат и с нашей стороны, и с индийской стороны самому внимательному рассмотрению. Мы обязательно это будем делать. Наращиванию российско-индийских коммерческих связей, безусловно, способствовало бы и создание зоны свободной торговли Индии с Евразийским экономическим союзом. И работа над соответствующим соглашением уже ведется. С удовлетворением акцентирую наше внимание на то, что страны последовательно переходят во взаиморасчетах на национальные валюты. Их доля в коммерческих сделках составляет уже 96%. Выстроены устойчивые каналы кредитно-финансового и межбанковского сотрудничества. Российские эконом-операторы расширяют сферу использования индийских рупий.
поступающих от реализации экспортных контрактов. В российских рублях кредитуются крупные совместные проекты. Успешно развивается партнерство в энергетике. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики Индии. Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстро растущей индийской экономики. Конечно же, двустороннее взаимодействие в энергетике этим не ограничивается. Осуществляется флагманский проект по возведению крупнейшей в Индии атомной электростанции Куданкулам. 2 из 6 реакторных блоков уже подключены к энергосети. Еще на 4 продолжаются инженерно-строительные работы. Вывод этой АЭС на полную мощность внесет заметный вклад в энергообеспечение Индии. Поможет в снабжении индийских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергией. Полагаем, что речь могла бы идти и о сооружении малых модульных реакторов и плавучих АЭС, а также о неэнергетическом применении ядерных технологий в медицине, в сельском хозяйстве и в других областях. Работаем с индийскими партнерами и над выстраиванием новых эффективных международных транспортных логистических маршрутов. В их числе проект по созданию коридора север-юг от России до Белоруссии, от России и Беларуси до Индийского океана. Большие возможности для двусторонней торговли появляются в связи с расширением инфраструктуры арктического транспортного коридора, включая его главную артерию – Северный морской путь. Есть и множество других секторов экономики, где Россия и Индия накопили позитивный опыт. Осуществляются совместные инициативы в промышленности, машиностроении, цифровых технологиях, освоении космоса и прочих наукоемких отраслях. Так, например, в соответствии с подписанным в рамках визита коммерческим соглашением в Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод. Начнется производство высококачественных противоопухолевых лекарственных средств по передовым индийским технологиям. В свою очередь, компании из России наладят выпуск промышленной продукции в рамках программы «Делай в Индии», которая является знаковым проектом господина премьер-министра Моди. Перспективы укрепления взаимодействия российских и индийских предпринимателей и деловых кругов предметно обсуждаются на проходящем в эти дни в Нью-Дели бизнес-форуме. В его пленарном заседании мы с господином премьер-министром поучаствуем сегодня. Многоплановый характер носит российско-индийское гуманитарное сотрудничество. Наши народы на протяжении веков проявляют искренний интерес к традициям, истории и духовным ценностям друг друга. Активно развиваются научно-образовательные контакты, обмены по линии молодежных и общественных кругов. Неизменным успехом пользуются регулярно проводимые перекрестные фестивали российского и индийского кино. Из года в год увеличиваются и взаимные туристические потоки. Сегодня в Индии начинает вещание российский телеканал RT. Новый канал, несомненно, поможет индийской аудитории лучше узнать Россию, россиян и получать объективную информацию о том, что происходит в нашей стране сегодня. При обсуждении ключевых глобальных и региональных проблем подтверждена созвучность позиций двух стран. Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Вместе с единомышленниками по БРИКС, ШОС и из числа других государств мирового большинства мы продвигаем процессы формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства. Отстаиваем основополагающие принципы международного права, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций. В их числе право каждой страны на собственный путь развития и сохранения своей культурно-цивилизационной идентичности, уважение суверенитета, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества. Как государства-основатели БРИКС, Россия и Индия многое сделали и продолжают делать для повышения авторитета этой организации. Как известно, в будущем году Индия председательствует в БРИКС.
будем оказывать все необходимое содействие нашим индийским друзьям в работе по актуальной бриксовской повестке. И, конечно, хотел бы упомянуть, что Россия и Индия традиционно тесно сотрудничают в военно-технической сфере. Наша страна более полувека помогает в оснащении и модернизации индийской армии, включая силы противовоздушной обороны, авиацию и флот. В целом, мы, безусловно, удовлетворены результатами состоявшихся переговоров. У нас еще запланирована встреча с президентом Индии, госпожой Мурму, но уже сейчас могу выразить уверенность, что нынешний визит, достигнутые договоренности на деле будут способствовать дальнейшему углублению российско-индийского стратегического партнерства на благо наших стран и народов Индии и России. Благодарю вас за внимание. Thank you, sir. That concludes the press statements. Ladies and gentlemen, thank you for your presence.